Belink GT1 Mini 2 на прошивке Android TV от Alvatage на канале Технозон. Поехали! Привет! Сегодня у нас такое очень краткое обзорное видео прошивки от Alvatage на базе Android TV, вернее Android TV прошивка от Alvatage на Belink GT1 Mini 2. Я напомню, это у нас Cortex A55, 4 ядра по 1,9 ГГц, iMlogic AS905X3. При этом реализовано это все так, что она абсолютно не греется. Вы за все время обзора, скажем так, вы не заметите вообще приближения хоть к каким-нибудь более-менее температурам, которые могли бы вызвать тротлинг. Тротлинг мы не будем показывать, есть у нас тест тротлинга в основном обзоре, ссылка на который лежит в описании под видео, на обзор вот на чистом андроиде, на этот самый Smart TV Box. Что у нас есть еще интересного? Во-первых, он маленький, вот он помещается у меня в руку, плюс у него есть 5 ГГц, 2,4 ГГц, LAN RJ45 на 1000 мегабит, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 хранилища, ну и главное, это цена. Цена для такого ТВ-бокса, я считаю, достаточно вразумительная. Если брать его с конкурентами на 905X3, у которых есть то проблемы с Wi-Fi, то еще что-то, то здесь как бы этих проблем нет. К тому же очень большой плюс то, что ветка на FOPDA для этого ТВ-бокса очень сильно развилась. И там есть огромное количество прошивок, не только от Alvatage, есть от Super Celeron на Android TV прошивки, есть еще различные моды для именно для чистого андроида. И я считаю, что это супер, потому что эта приставка будет жить еще очень долго в том плане, в плане поддержки. На нее будут пилить прошивки различные, модифицировать, добиваться чего-то очень хорошего. Мне очень понравилось, что в прошивке Alvatage не убрал шторку, не убрал нижний навигационный бар, они вытягиваются с помощью мышки. Плюс он добавил поддержку очень многих пультов, применил много твиков системы, TWRP добавил recovery. Короче, ребят, очень много всего интересного. Я думаю, что вам стоит посмотреть мой обзор далее, чтобы понимать, что она может. Она может многое. Она проигрывает торренты 4К по 70 гигабайт онлайн, она проигрывает жестких дисков это все, она проигрывает тяжелые медузы, то есть тоже с жесткого диска, который подключается через USB 3. Это значит, что мы на этой штуке можем просматривать абсолютно любой контент. HDR рабочий, HDMI цик рабочий. Короче, все, я больше не буду ничего рассказывать. Все остальное в нашем коротком обзорном видео прошивки это не полный обзор. Мы не будем тестировать абсолютно все. Абсолютно все есть в нашем оригинальном обзоре. Здесь именно обзор вот этой самой прошивки от Alvatage. Что ж, ссылки вы знаете, где искать на эту приставку. Также под видео есть кнопка подписаться и колокольчик, нажав на который вы не пропустите дальнейшие наши обзоры прошивок, ТВ-боксов, гаджетов, девайсов, программ. Очень много всего у нас интереснейшего, и мы вам это советуем. Ну, а сейчас мы берем этот ТВ-бокс, берем наш пульт МТ1. Я, кстати, использую не оригинальный G10S, который был с ним в комплекте, а МТ1, он мне больше нравится. Ну и говорю вам хавабанга, ребята, это же Бубльгум на канале Технозон. Поехали! И что же у нас такого Alvatage наделал? Вернее, не наделал, а сконструировал. На самом деле внесены очень большие изменения. Ну, начнем с интерфейса. Интерфейс сам по себе очень быстро работающий, никаких лагов я не заметил. По двойному нажатию на домик появляются недавние приложения в виде сетки. Это удобно, то есть вы можете их закрывать здесь и переключаться между недавними приложениями. Если верить тому, что написал сам Alvatage, он добавил сюда KL файлов, это расширит количество пультов, которые поддерживаются этой прошивкой. Я в данном случае использую MT1, пульт с голосовым интерфейсом. Попробуем сейчас голос. Самый лучший фильм. Я использую самый лучший фильм, потому что он есть на всех источниках, поэтому я его, в принципе, и проверяю. Вот, нам у нас заработал, Smart YouTube TV заработал, у нас больше ничего, в принципе, не установлено такого. Но он работает. Также Alvatage исправил некоторые моменты с боковым меню в Droid Settings, прописал permission для Netflix, то есть здесь работает черный Netflix и достаточно неплохо работает. В HDMI цик изначально отключен Auto Change Language, это позволяет избежать проблемы автоматического переключения языка в китайский при использовании его с некоторыми телевизорами. В самом дисплее ничего не изменилось, HDR работает, мы сейчас с вами очень быстренько протестируем какую-нибудь мультимедийку, ну очень быстренько. В остальном все это абсолютно рабочий, скажем так, Android TV Box, который основан на базе Belink GT1 Mini 2. Также он добавил изначально App Drawer. Это позволяет использовать все скрытые приложения, которые вы не можете увидеть в Android TV прошивках. Мы видим, что здесь есть Miracast, и он рабочий. Мы его не будем проверять, так очень быстро, бегло просматриваем саму прошивку. А FRD у нас работает, то есть у нас работает здесь автофреймрейт, есть права root, и мы видим, что все отлично. В
В 3D Mark тестах у нас совсем все интересно. Дело в том, что приставочка увеличила свою производительность по сравнению с чистым Android. Он выдает Wistorm Unlimited 10101 балл, и это, я вам честно скажу, очень высокий показатель для S905X3 процессоров. А Wistorm Extreme он выдает почти 5700, 5699. И это действительно нонсенс для таких приставок. Я не видел еще приставок на 905X3 вот именно с комбинацией таких высоких показателей. Поэтому можно смело утверждать, что на данной приставочке можно поиграть в Android TV игры. Мы с вами выведем температуру, чтобы вы понимали, насколько она не греется. В простой она 51 градус. Это очень хорошо. То есть ничего не замучено, ничего не поломано. Очень круто все сделано. Изначально скрыта у нас шторка, но вы можете выдвинуть шторку вместе со строкой навигации. И это удобно. Это удобно. Отлично, что ее можно скрыть и можно потом показать. То же самое и с навигационным меню. Это тоже работает. При этом вы его точно так же можете скрыть, чтобы оно вам не надоедало. Изначально в самой прошивке было установлено Netflix, был установлен YouTube TV, был установлен Smart YouTube TV и Aptoide TV. Также в состав прошивки включено Power меню, которое позволяет выключать, перезагружать, сделать мягкую перезагрузку, перезагрузиться в загрузчик и в Recovery, а также вы можете просто выключить экран. Что еще сделал Alvatech? Это встроил TWRP Recovery в этот самый Smart TV Box. Кстати, было также исправлено 4К во многих версиях YouTube, вернее в некоторых версиях YouTube, которые 4К в этом самом Beelink GT1 Mini 2 не показывали, почему-то не хотело определяться. В частности, включим наш 4К 60 FPS ролик и посмотрим на результат. Включим принудительно 4К, 4К у нас есть. Включим статистику для обмена, вы видим, что 3840 на 2160 не дропит, все отлично воспроизводится, температура воспроизведения в YouTube 51 градус, и меня это в принципе полностью устраивает. Отлично. Если вы хотите просматривать YouTube с автофреймрейтом и HDR, то советую вам воспользоваться Smart YouTube TV, который здесь есть. И HDR, и автофреймрейт в этом YouTube здесь работают. Хотя, в принципе, с учетом того, что есть AFRN, и простой YouTube должен щелкать. Но мне как-то Smart YouTube TV ближе, и плюс не возникает никаких вопросов с появлением рекламы. Если посмотреть в AIDA 64, то мы увидим, что здесь модель изменилась на GT1 Mini 2 ATV. У нас платформа Franklin 4 гигабайта на 64. Центральный процессор это Cortex A55, 4 ядра по 1,9 ГГц, которые абсолютно не греются. В простой у нас уже 47 градусов. За отображение отвечает Mali G31. И что у нас есть еще? У нас есть кодеки. В принципе, все кодеки у нас поддерживаются. Если вам интересно оригинальный обзор, все остальные тесты у нас сделаны в оригинальном обзоре этого самого Beelink GT1 Mini 2, то вы знаете, где ссылка внизу в описании под видео. То же самое мы не будем сейчас проводить и тротлинг тест, потому что она абсолютно не тротлит. И опять же, тот же самый тротлинг тест вы можете увидеть в оригинальном обзоре этого самого Smart TV бокса. Но нас больше интересуют мультимедийные возможности. Поехали Netflix с вами проверим. Запустим первый попавшийся фильм Рагнарёк. Понятное дело, что здесь он не будет работать ни 4К, ни с пробросом Dolby Atmos, ни с декодированием Dolby Atmos, потому что на это нужна лицензия. Но дело в том, что это и не 576p. Я так понимаю, что прописав пермишины Netflix, он получил здесь HD, как минимум 720p, потому что качество достаточно ощутимо отличается от того, что я раньше видел на черных Netflix. И я вам скажу, вот так с первого взгляда и не скажешь, что здесь, допустим, не Full HD Netflix. Действительно неплохое качество. Это я редко такое вижу, вот вам серьезно говорю. Конечно же, я переживаю, чтобы не было сломано у нас ничего с сетевыми модулями. Обычно при обновлении прошивок у нас могут возникать проблемы какие-то с сетевыми модулями, мы обязаны их проверить. Тестируем на внутренних серверах нашего провайдера. Поехали. LAN RJ45 у нас показывает 700 мегабит на загрузку и 678 на выгрузку. Включим Wi-Fi 5 ГГц. Нажимаем начать. И получаем 207 на загрузку и 170 на выгрузку. И очень даже неплохие показатели, как для ТВ-бокса за достаточно нормальные деньги еще и на ТВ-прошивке. И 2.4 у нас показывают результаты чуть выше среднего. Это 38,9 на загрузку и 31,6 на выгрузку. Это тоже такие достаточно ощутимые нормальные результаты. Что еще мы с вами проверим из мультимедийных возможностей? Это обязательно проигрывание IPTV телевидения. Ну, обязаны просто. При этом HD IPTV телевидение. Вот у нас проигрывается HD канал, кстати, температура 57 градусов, это очень низкая температура. Тут какое-то действие интересное происходит на экране, но мы не будем на нем останавливаться, потому что нам это
хоть и интересно, но не цель данного обзора. С IPTV телевидением здесь тоже, в принципе, все отлично, и температура у нас держится очень даже хорошо. Также подключу свой жесткий диск и поиграю очень тяжелые какие-нибудь файлы, очень тяжелые фильмы жесткого диска. Тоже мы обязаны это проверять, чтобы потом нам не говорили: а я вот купил, хотел посмотреть какое-нибудь хорошее кино, но у меня ничего не заработало. Нет, ребят, мы должны с вами это проверить и понять, насколько он себя по температуре интересно ведет в тяжелых, очень тяжелых фильмах. Допустим, Gemini Man, вот, пожалуйста, 68, почти 69 гигабайт, обязательно проверяем. Через стоковый даже медиаплеер, видеопроигрыватель, он должен его декодировать беспроблемно. И он его декодирует и проигрывает отлично. При этом у нас работал хорошо HDR. HDR у нас работает. При проигрывании 70 гигабайтного фильма он показывает 59 градусов. Можем сейчас перемотать куда-нибудь на серединку. И здесь это у нас все без фризов, без тормозов. Проигрывается это все с вот такого вот жесткого диска внешнего. Это USB 3 диск. Это был фильм Gemini Man 4K Ultra HD. Также мы с вами должны проверить проигрывание. Ну давайте, Jellyfish 300 Mbps. Я вам честно скажу, достаточно мощная, шустрая приставка. 300 Mbps видео он декодирует просто идеально. Вообще, чтобы вы понимали, для приставки достаточно 120 Mbps декодера, потому что максимальный битрейт Blu-ray диска это 128 Mbps. Вот так вот. И Медузы 300 Mbps 10 бит 4K Ultra HD проигрывает здесь просто отлично. Это нас тоже устраивает. Поэтому мы выходим и понимаем, что тяжелые фильмы мы сможем здесь смотреть. Но что же у нас с торрентами, учитывая его, скажем так, сетевые модули, которые достаточно неплохо работают? Я подозреваю, что мы можем с вами смотреть торренты онлайн абсолютно без проблем. И тот же Gemini Man с торрентов мы обязаны просто с вами запустить. Поехали, у нас есть Ultra HD Blu-ray диск Remux HDR 70 гигабайт. Мы запустим и проиграем его. Пошло соединение с сервером, набираются пиры, набирается скорость, вот скорость скачивания, и предварительный буфер тоже наполняется, и будем сейчас оценивать, как он воспроизводит этот самый 70-гиговый фильм. Достаточно высокую скорость набрал, выберем Vimeo Media Player, что я вам обязательно советую. И фильм у нас пошел, 70-гиговый фильм с HDR, и никаких вопросов с торрентами онлайн у нас нет. Дождемся базовой первой сцены, там где трогается пояс, все-таки 60 FPS, и я волнуюсь, чтобы у нас все было в этой прошивке отлично. Но пока что у меня вообще вопросов нет, он воспроизводит. Вот и стартовая базовая сцена Gemini Man. Давай, опускайся. Слушайте, обожаю фильмы в 60 FPS. Это настолько все плавно, настолько все красиво. Не знаю, почему некоторым людям это не нравится. По крайней мере, они просто, наверное, еще не привыкли. Это вызывает какой-то театральный эффект, и мне это больше по душе, чем 24 кадра. Я считаю, что вообще 24-кадровая технология воспроизведения фильмов должна исчезнуть. Все у нас воспроизводится. Все, ребят, у меня по торрентам онлайн в 4К нет никаких вопросов. Выходим, можем пойти посмотреть, если не верите, что мы именно его просматривали. Вот заходим в TorServe и давай, соединение с сервером, и мы видим, что это он у нас один, 70-гигабайтный был. Что еще у нас есть из такого, что мы должны с вами оценить? Да я думаю, что в принципе все, потому что мы с вами оценили практически все, что может TV-Box. Игровые возможности оценивать или не оценивать, ну, мне даже трудно сказать. Ну, если хотите, мы можем с вами попробовать запустить какую-нибудь игру из Play Market. Вот, кстати, Shadowguns Legends. Очень тяжелая игра для вот таких вот TV-боксов. Мы нажмем установить, продолжим, подключим игровой пульт сейчас, потому что здесь есть у нас Bluetooth. Пока устанавливается наша игра, мы идем с вами в настройки. Во-первых, проверим работу Bluetooth. Это тоже у нас обязательное условие. Нажимаем пульты аксессуары и подключаем наш GameSear G4S. Вот такой вот. Кстати, обзорчик, посмотрите, хороший пульт. Мы его настоятельно рекомендуем всем. Вот появился наш GameSear. Выбираем его. Кстати, ни разу, у меня геймпад подключился. Кстати, ни разу температура TV-бокса не зашла вообще хоть в какие-либо достаточно ощутимые показатели. То есть мы проигрывали торрент 4К, вы видели показатель температуры, до сих пор скачивается. Уже идет установка, подождем немножко. Ни разу не упала, вернее, ни разу не поднялась температура до каких-либо значимых высот, даже в проигрывании 70-гигабайтного торрента. Я считаю, что вот очень круто реализована прошивка именно Android TV от Alvatech. Мне вообще нравится Alvatech как ROM-отдел. Shadowgun Legends установился, тоже зайдем в него. Мне важно посмотреть температуру. Это очень тяжелая игра, она тяжелее, чем танки. Она очень хорошую нагрузку на процессор дает, как и на видеосистему. Будем смотреть.
Кстати, загрузился у нас уже Shadowguns Legends. Это действительно очень тяжелая игра. Вы можете мне верить, не верить. Попробуйте, скачайте на вашем Smart TV боксе и будете очень сильно удивлены. Нам бы сразу в бой, и мы уже вот с вами подлетели, побежали, постреляем сейчас. Так, выберем наш... Слушайте, ну играть на нем действительно, вот этот вот показатель быстродействия, он очень сильно меня удивил. То есть я не знаю, что сделал и как твикал систему Alvatech, но стало играть очень-очень комфортно. И это лучше, чем то, что было на старте, вот на чистом андроиде, намного лучше. Посмотрите, это плавность, абсолютная плавность движения, абсолютная плавность хода. Ну, здесь еще нужно, конечно же, спасибо сказать самому геймпад, вот этот вот GameSear 4S. Он действительно отрабатывает, у него нет как такового input лага какого-то сильного, плюс нет мертвых зон. Мы уже это показывали в нашем обзоре, что это очень хорошо работает. И, кстати, в паре с Belink GT1 Mini 2 мне тоже понравилось, как работает. Давайте уже здесь постреляем еще немножечко и будем выходить. Куда тебя несет? Всем лежать. Всем лежать. Все отлично, супер, ничего. И, кстати, обратите внимание, температура в игре 72 градуса. Покажите мне TV-бокс на Cortex A55 процессоре, который в Shadowgun Legends сможет хоть как-то, допустим, показать, вернее, в такую температуру в Shadowguns Legends, вот скажем так, вот как-то так. А я, в принципе, готов прорезюмировать этот вот очень быстрое обзорное, скажем так, видео самой прошивки Android TV от Alvatech. Ну и в качестве выводов могу сказать, что Belink GT1 Mini 2 на прошивке Android TV обалденный Smart TV бокс. Он мне сильно нравится, он не греется, не тротлит, он проигрывает любой 4К контент, на нем можно поиграть. У него очень хорошо возросшая производительность, то есть что с ней делал Alvatech, я не знаю, но он работает реально круто. И мы однозначно рекомендуем данный TV-бокс к приобретению. Я думаю, что в следующий топ TV-боксов за его цену он обязательно войдет. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.